Добрый день, дорогие стрельцы! Это второе предсказание для вас на октябрь 2023 года. Если у вас Солнце в знаке зодиака Стрелец, Луна, восходящий знак в момент рождения или асцендент в знаке зодиака Стрелец, а также 3 или более планет в Стрельце, неважно каких, то вам сюда вы можете смотреть этот расклад. Итак, здесь я разложила для вас второй мистические понедельники. Главная, основная колода – это оракул Лучезарное Солнце. Итак, я, как обычно, раскладываю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет весов в октябре 2023 года? Простите, что ждет стрельцов в октябре 2023 года? Итак, стрельцы, первая карта и партнерские отношения. Здесь у нас Венера в знаке зодиака Рыбы. Может быть, вы чувствуете одиночество. Может быть, ваш партнер находится где-то далеко от вас, даже в другой стране. Либо вы не можете встретиться и быть вместе по каким-то другим обстоятельствам, даже иногда не зависящим от вас. А может быть, вы просто надумали себе очень много и сами посадили себя в какую-то клетку. И потому что, видите, здесь птица в клетке, дверь у этой клетки открыта, но она не вылетает, она смотрит в другую сторону. Возможно, у вас какая-то тупиковая ситуация сейчас с вашим партнером, либо партнершей, мужем, женой, неважно. И вы, может быть, у вас уже нет сил решать какие-то вопросы, либо вы просто не видите выхода, хотя он есть. Мы сейчас будем открывать другие карты, стрельцы, чтобы понять, что здесь происходит. И Меркурий, еще и Водолей. Это какой-то точный расчет, предпринимательство и новаторство в делах, связанных с деньгами. Может быть, вы как-то по-новому будете получать деньги, например, вот эти новые системы биткоинтов. Вообще это может быть какие-то новшества, которые вы вносите в свой бизнес. Может быть, вы хотите открыть свой онлайн-магазин, либо создаете какое-то изобретение для продвижения вашего бизнеса, либо что-то вообще новое делаете, что раньше никогда не делали. Это может быть и новая работа у кого-то. Вы как-то запатентовываете ваше изобретение, и у вас начинают к вам приходить деньги от каких-то даже, допустим, групп, коллективов, сообществ ученых, например, там, вот все, что с этим связано, может быть актуальным. В октябре, не знаю, стрельцы, напишите, как вы зарабатываете, если у вас что-то такое интересное в бизнесе, новаторские какие-то достижения, может быть, вы получаете ученую степень, и деньги к вам приходят из-за этого. В секторе общения здесь Венера в Раке, и, скорее всего, большую часть времени стрельцы будут проводить с домашними. Может быть, вы поедете к какой-то женщине, к сестре, к матери, к вашему ребенку в гости, например, да, если вы, ваши дети живут уже отдельно. Может быть, вы много общаетесь с вашими детьми, ваши дети идут в школу, да, они учатся, потому что 3-й, 9-й сектор – это сектор обучения. Это может быть какая-то новость о том, что вы, ваша жена беременны, ваш ребенок, ваш брат, сестра может получить новость о том, что прибавление в семье у вас, либо прибавление у ваших родителей, вы обретаете брата, либо сестру. Это какая-то новость, это какой-то прирост. Если мы не берем вообще семью, то это прирост знаний, прирост каких-то понимания себя внутри, в своей жизни, расширение горизонтов, знания, познания. Вы любите вот эти все философские вопросы, и здесь карта, она вообще называется «Рождение». И это ваш сектор, 3-й, 9-й сектор, да, поэтому, может быть, вы обретаете какую-то новую религию, новую философию жизни, и это как новое рождение для вас, да, вот, например, в христианстве можно поменять имя при крещении, и это же как новое рождение, да, может быть, вы крестите своих детей, либо каких-то других детей, и
что-то здесь связано с новым началом относительно учебы, либо конкретно рождения, либо беременность. Сектор семьи и карьерных каких-то достижений. Здесь опять же Луна, да, но уже в знаке зодиака Рыб. Здесь у нас уже были рыбы в первом секторе. Поэтому я могу сказать, что для вас будет актуальна тема вашего статуса, партнерских отношений, как вас видят другие люди, как вы общаетесь с вашим партнером. И я хочу сказать, что здесь будет очень много интуиции в вашем общении, очень много таких моментов чувствительных, переживательных, когда вы друг друга чувствуете на расстоянии. Может быть, кто-то встречается с человеком в другой стране, либо это связано с эмиграцией. Для кого-то это может быть тайные отношения, но тайные в каком плане? Может быть, вы, например, решаете пожениться, но никому об этом пока не рассказываете, да? Либо вы решаетесь с кем-то увидеться, встретиться, и вы уже точно знаете, что это будет ваш муж или жена, но пока еще тоже держите в секрете ваши отношения по каким-то причинам. Что здесь еще может быть? Ну, по этой карте, может быть, как-то ваша работа, карьера связана с животными, с интуицией, и вы начнете применять это на практике, на своей работе. Может быть, член вашей семьи будет новая собака, да, птица. Может быть, вы переезжаете куда-то поближе к водоему. И, как сказать, новая жизнь у вас начинается, да, в новых местах. Это, кстати, да, тоже может быть иммиграция. 12-й сектор. Но Луна в 12-м секторе, и если у вас какие-то дела с недвижимостью связаны, будьте осторожны, да, прислушивайтесь к своей интуиции при выборе, при покупке новой недвижимости. Если что-то у вас в доме происходит, да, может быть, у вас какие-то полтергейст какой-то происходит в доме, даже это может быть. Очень много интуиции какой-то. Может быть, очень много у вас животных в доме живет. Или как-то, либо это медицина, может быть, вы медик, как-то с этим связано. Не знаю, напишите в комментариях, что тут может быть очень интересно, потому что это такие карты. Но одна из планет, конечно, Стрельцов, Юпитер, да, второй правитель Юпитера — это рыбы, то есть для вас интуиция — это, в общем-то, не новость, вы можете быть интуитивным человеком. И вот здесь как раз у нас Юпитер в Раке — это еще одна водная карта, здесь у нас же была Рак уже, это вот социальные сектора, здесь опять семья, то есть какие-то семейные вопросы. Дети будут очень важны. Дети каким-то образом входят в вашу жизнь, ваши либо чужие дети, да, но имеется в виду дети ваших родственников, ваших друзей. Может быть, вы действительно участвуете в их крещении, там, в занятиях с детьми. Может быть, вы сам преподаватель и как-то какие-то новые бизнес-методики вы развиваете для детей, для семьи. И ваши клиенты, например, это семейные люди. Таким образом, у вас как-то вот расширение, потому что, допустим, к вам обращается жена, а потом муж вас рекомендует, вы работаете прямо на целые семьи. Либо вы так много времени будете проводить в октябре со своей семьей, что как бы, ваша компания, ваши люди, это будет ваша семья. Может быть, это какая-то новость, может, вы станете популярными в кругу вашей семьи благодаря чему-то. Семейный бизнес, расширение семьи. Но это благоприятная карта, это какие-то хорошие новости. Может быть, ваша семья собирается вместе по какому-то очень веселому случаю. Карта такая companionship, да, здесь у нас опять же Луна в весах. И эта карта может говорить о том, что вам, стрельцы, в октябре подсознательно очень нужна будет компания, да, вы не захотите оставаться в одиночестве. И вот люди другие, какие-то компании, группы людей, вот здесь тоже, да, ваши родственники, вы как будто будете окружать себя все время другими людьми. Может быть, кстати, это не удивительно, потому что ведь затмение происходит как раз в вашем 11-м секторе. Вот здесь 11-й сектор, здесь группа людей, это все взаимосвязано, потому что это как раз все другие люди, это какая-то популярность.
И вот опять здесь 12-й дом, популярность за счет вашей интуиции, за счет, может быть, вашей благотворительности, может быть, вы лечите людей, животных, то есть вы, ну, как-то вот очень влияете на других людей, либо вы ходите в группы с другими людьми, и такое впечатление, что даже вот не сами отношения с каким-то одним человеком, с партнером вам важны, да, мужем или женой, как вот в целом вот это понимание жизни какое-то, как будто вы в октябре не фокусируетесь на одном человеке, вы фокусируетесь на чем-то более важном, более высоком для вас, да, и хоть вы, может быть, и хотите каких-то отношений, да, вот по этой первой карте, но для вас эта любовь такая более платоническая, что ли, вселенская, такая духовная любовь, религиозная любовь, чем такая страсть, отношения, какие-то выяснения. Вот этого вы почему-то здесь, я не вижу такого. Здесь вы больше будете направлены на какие-то массы, молодежь, детей, родственников. 10 кубков выходит, опять карты, вы сами вступаете или как лидер ведете за собой каких-то людей. Может быть, вы становитесь политиком, да, депутатом, что-то вот с этим связано, либо каким-то деятелем таким по защите прав. И по десятке кубков вы чувствуете какое-то особое удовлетворение и счастье. Если у вас есть семья, то, естественно, в семье, а если даже у вас нет семьи, вы как будто бы все равно чувствуете себя, что вот этот круг людей, который вас окружает, это как будто бы ваша семья. А по принцессе мечей здесь я могу сказать, что вы получаете какие-то новые знания, вы много говорите, обсуждаете что-то с другими людьми. Для вас важны какие-то вот качества правильно выражаться, может быть, вы приобретаете какие-то ораторские даже качества и такие несколько театральные, да, потому что Паш мечей, он в каком-то плане театрал, да, потому что вы можете с одними людьми обсуждать одно, с другими другое. И это могут быть какие-то новые сообщения для вас. Это может быть и критика в том числе, вы можете узнать какие-то новости, что-то вас, может быть, подтолкнет для того, чтобы учиться, узнавать какую-то информацию, какие-то новости могут быть в том числе и от вашей семьи. Так вот, хочется взять еще одну карту, что здесь может быть, Паш мечей. И 4 жезлов. Но вот видите, это тоже в традиционном Таро это какая-то стабильная карта. То есть у вас здесь стабильность в ваших вопросах, вы продвигаетесь к какой-то определенной цели. Поэтому я думаю, что здесь вас ждет успех в делах любых, которые вы начнете. И опять же, вот эти затмения, да, они у вас как раз и проходят в секторе в 11-5 сектор. Это исполнение ваших мечт, желаний, это новое творчество. Это дети, когда вас радуют, участие в каких-то конкурсах, в каких-то выборах, да. И еще в конце октября будет затмение в вашем 12 секторе. Вот он, 12 сектор. И здесь, я не знаю, может быть, вы закончите свое членство в одной организации и тут же в другую перейдете. То есть вы все равно будете в кругу людей, несмотря на то, что вот этот 12 сектор уединения, тайн каких-то, либо вы осознаете вот силу взаимопомощи, да, потому что, видите, здесь люди жмут друг другу руки, вот эта сила взаимопомощи других людей, какой-то поддержки внутренней, что здесь может быть, много вариантов, да, но, тем не менее, весы, вас ждет много общения, популярность. В плохом варианте, да, по пажу мечей это могут быть какие-то и сплетни тоже в том числе. Но в любом случае здесь прекрасные карты. И я желаю вам замечательного октября. У вас все получится, потому что все карты об этом говорят. И до встречи на моих новых видео. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!